Всем привет! Биотех наконец вышел и порадовал нас огромной кучей контента. И так как на стриме голосование победило прохождение за одинокого механитора, в первую очередь поэтому расскажу вам про этот новый контент. Второй ролик будет про генетику, потом уже про детей и вампиров. Не забываем подписаться, чтобы их не пропустить. А теперь к теме ролика. Начну с самого интересного, с мехов самих. Проще будет сделать это топом. Начнем с рабочих мехов. Первое место – носильщики. Эти карапузы таскают вещи. Так они оказались даже лучше, чем я предполагал при обзоре новостей. Они кроме того, что таскают вещи туда-сюда, так и таскают материалы на строительство. Просто лучшие малыши, которые избавляют наших пешек от рутинной работы. Мне 2 штук хватило. Второе место – чистильщики. Они тоже крайне полезны. Эти роботы-пылесосы держат вашу колонию в чистоте, так и могут спокойно заражение собрать. 1-2 штучки держать совершенно необходимо. Единственный минус – они на втором тире мехов. Третье место – фабрикаторы. Мех, который занимается ремеслом, на самом деле просто бешеный товарищ. Ни один наделал столько каменных блоков, что пришлось строить великую китайскую стену для уменьшения цены колонии. Также плавит металлолом и ненужные предметы. Может делать также медикаменты, компоненты и продвинутые компоненты. Да, он может делать и плащи, и оружие, но делать этого не стоит, ибо как и у любого меха, в профильном для них деле у них 10 мастерства. И качество выше отличного вы никогда не увидите. Да и отличный будет 1 из 10. Поэтому ставим его на те работы, где нет качества производимого предмета. Маленький совет. Когда создаете задачу, на которую вы планируете направить меха, например, фабрикатора плавить металлолом, ставьте в окошке «Кто делает?» и не мех. Мне хватило 1 фабрикатора. 4 место – туннельщики. А вот его я недооценил. Он копает горы просто как бешеный. За пару дней он раскопал мне все месторождения. За неделю снес все мои горы. Одного построить, и если у вас есть что копать в поселении, обязательно. Однако после того, как он закончит свою работу, смело его разбирайте, потому что как боевой мех он полностью бесполезен. Да, у него щит с емкостью 250. Да, у него есть дымы с КД 15 дней. Но он просто никуда не успевает, настолько он слоупок. Да и урона у него мало. И держать куклу для битья в киллбоксе за 3 мех вместимости – бред сумасшедшего, на мой взгляд. 5 место – фельдшеры. Мехи-медики в нормальном прохождении, как я и думал, полностью бесполезны. Они умеют тушить? Да, прикольно. Они сами, как и пешки, бегают, тушат. Но так и все остальные мехи тушат пожары. Просто переводите их в боевой режим, подводите к горящей клетке, и они сами ее потушат. Способность на прыжок они почему-то постоянно используют, прыгая в огонь. В результате в бою у них эта способность всегда на КД. Им нельзя приказать залатать кровотек у лежащей пешки. Лечат только тех, кто на кроватях. Они не могут захватывать врагов. Операции они проводят довольно сносно. На отличных деревянных кроватях мой фельдшер накосячил только 1 раз из кучи операций. Но так даже самую бездарную пешку на операциях на врагах можно быстро подтянуть, до такого же уровня медицины. А что уж говорить про профильных в медицине пешек. Короче, фельдшера в топку. 6 место – строители. Нафиг не нужны. Скорость постройки 50%. Они невероятно медленные. Если у вас есть пешка с хотя бы 1 огоньком в строительстве, лучше качайте ее. Благо носильщики помогут с ресурсами, притащат их на стройку. И 7 место – агромехи. Еще одни полезные мехи. Работают они со скоростью улитки. Профильная пешка с агроруками переплюнет 10 агромехов. В топку их. Теперь к боевым мехам. Тут мой прогноз частично не сбылся. И этот топ очень субъективен. В зависимости от того, как вы предпочитаете играть. Первое место – жнецы. Просто имба. Миличный киллбокс до сих пор работает. До меня просто никто не доходит после 4 жнецов. Так у них еще ценность в стоимости колонии просто ничтожная. Поле я напал на осаду и просто ее изничтожил. Так жнецы потом и дроп на меня отбили. Мобильные. Людей режут как бешеные. Ломают до конца их редко. Вяжут стрелков. Меня их эффективность порадовала невероятно. Так а если у вас 3 пешки механитора, в лейте можно сделать около 40 жнецов без антенн и вынести что угодно. Как угодно и где угодно. Так их можно строить уже на 2 тире мехов. 2 место – милитара. Для начального этапа, пока мы не можем строить жнецов. Они хороши со своими дробовичками, поскольку стоят копейки и доступны на Т1, но строить их в лейте не вижу никакого смысла. 3 место – легионер, мех со щитом и копьем драгуна. Конский рейндж позволит или сделать космический киллбокс, или убивать все на подходе. Особенно рейды, ломающие стены. А щит прикроет и легионера, и тех, кто рядом с ним. Все-таки 200 щита – это немало. Так он еще и передвигается довольно резво. Правда, доступен только на 4 тире. 3 место – драгун. Легионер для бедных. Тоже оружие, но нет щита и доступен на Т2, а не на Т4. Если играете через дальний бой, то, видимо, надо строить их и на Т4 менять на легионеров. 4 место – улан.
Старые добрые хлипкие уланы, вооруженные фиговым оружием, а именно энергокопьем. Против нас работают отлично, ибо даже за всеми укрытиями шанс у них попасть по нашей пешке не нулевой, и соответственно не нулевой шанс ваншотнуть мозг нашу любимую пешку. Но делает ли это их эффективными в целом? Нет, конечно. Маленький рейндж, слабый ДПС, в топку их. 5 место Тессерон. Этого меха я вообще не понял. По другим мехам его пушка ничего не делает, только щиты лопает. Людей он поджигает, наносит 10 урона, но на практике так мало от этого толку. Ну их нафиг. 6 место Поджигатель. Давайте сделаем меха, который может спалить нам всю нашу базу. Что же может пойти не так? В мусорку. Центурион, Синтипеды, Дьявол, Боевая Королева. Все эти мехи супер тяжелые, сильные, но они стоят по 4-5 мех связи, а главное медленные. А испытав эффективность туннельщика, что он просто никуда не успевает, я для себя решил, что медленные мехи мне не интересны. А у всех этих мехов скорость как у туннельщика, только Дьявол чуть-чуть быстрее. Они наверняка супер дорогие в стоимости колонии, строить их, думаю, совершенно неэффективно при любом раскладе. Если у меня поменяется мнение на их счет с течением времени, напишу это в закрепленном комментарии. Хотите попробовать мехов? Тогда я вам горячо рекомендую поиграть за сценарий «Одинокий механитор». Какие плюсы? У вас будет очень дешевая, но при этом сильная в боевом плане колония. Начальные мехи и жнецы стоят копейки в стоимости колонии, поэтому на вас будут нападать 1,5 бомжа. У вас сразу будет пешка с мехлинком, парочкой мехов и неплохим запасом начальных ресурсов. Я отыгрывал прям одиночку, но по факту никто не мешает вам взять и еще пару пешек и очень сильно упростить себе жизнь. У начальной пешки при таком сценарии будет черта, что ему нравится, когда он один. Но даже компания из еще 2 пешек все еще будет давать ему баф плюс 6 к настроению. Теперь немного спойлеров к прохождению за механитора одиночку. Если хотите испытать этот некоторый челлендж, промотайте по тайм-коду до следующего участка ролика. Так вот, соло-пешка с мехами играбельна? Еще как. Но какие же проблемы возникают? Первое и самое важное – это медицина. Любая болезнь вызовет у вас огромные проблемы. Из-за неэффективности самолечения, а построить меха фельдшера вы сможете далеко не со старта игры. Сначала надо будет победить 2 боссов. Как не отлетать от болезней? Закупаться по максимуму передовыми медикаментами, побыстрее изучать медицинскую кровать и медсканер, плюс качать медицину на пленниках, вырезая у них совершенно ненужные им органы. А потом построить одного фельдшера или завербовать пешку с медициной. Кстати, да, тут стоит коснуться момента с идеологией. У меня была идеология трансгуманистов, и она идеально легла, потому что она, во-первых, позволила есть пасту без дебафа к настроению, а готовить мехи не умеют, и вырезать органы у пленников тоже без дебафа. Проблемы с болезнями решили, доход неплохой от разборки пленников есть. Продолжаю спойлеры и коснемся боссов-механоидов. Их убить не составляет никакой проблемы. Вот моя тактика. Вызываем босса. Как он является, зовем на помощь через консоль себе союзников. И пока союзники отвлекают мехов, в крысу подходим и вешаем копье безумия на босса. И убегаем к себе на базу. 2 и 3 босса просто убивает их гвардия. На 1-го босса я тратил копье потрясения. И нам остается разобраться с остатками мехов. Что при нормальном киллбоксе вообще не проблема. Еще для нас адская проблема – нельзя падать. Вообще никогда. Иначе мехи выходят из боевого режима и управлять ими будет невозможно. Я решил эту проблему тем, что стал играть милишником с щитом. Так рандомные выстрелы уланов мне не страшны. Я падал только из-за своего желания поучаствовать в экшоне лично. Хотя всегда можно отправить мехов в бой и стоять за их спинами и не огребать. Также рекомендую одежду из дьяволонитника для сопротивления поджиганию вашей ЭС. Спойлеры и обзор сценария закончил, теперь к общим вопросам. Как сделать из пешки механитора? Очень просто. Вам придет квестик со старой базой мертвого механитора. Там вы и сможете найти имплант мехлинка или можете вырезать мехсвязь с убитого вами механитора. Как делать мехов? Когда у нас есть пешка с мехлинком, изучаем базовую технологию мехов. Она сама стоит всего 200 очков. Строим кодировщик субъядра, в нем делаем субъядро. Далее строим мех-гестатор и в нем заказываем необходимого меха. Отправляем механитора за работу за гестатор и все, вы великолепны. Спустя 2 дня можно будет достать первого меха. Также советую поставить для него сразу станцию подзарядки мехов. Как вызвать боссов? Легко. Для дьявола достаточно поставить консоль связи. И в ней уже можно будет вызывать его. Для королевы потребуется уже построить новое здание, антенну мехсвязи. Для апокритона – тарелку мехсвязи. Отмечу, что антенна и тарелка уничтожаются при использовании. Как справляться с боссами я говорил в спойлерах ранее, если что. Зачем вызывать боссов? В первый раз для открытия следующего тира мехов. Последующий для фарма чипов, которые падают с боссов
Они нужны для крафта разных вещей и имплантов. Как строить более продвинутых мехов? Вы вызвали и убили дьявола? Изучили технологию? Теперь можете построить большой гестатор для остальных типов мехов. Большую станцию зарядки, а главное мягкий сканер, ведь для Т2 мехов требуется уже новое ядро. Его можно получить, соответственно, в мягком сканере, просканировав пешку. Рекомендую это делать на пленниках, поскольку после сканирования на пешке будет неприятный дебаф. Как делать Т3 и Т4 мехов? Т3 открывается после убийства королевы, Т4 после апокритона. И соответственно на Т3 у нас появится рип-сканер. Он при сканировании пешки ее убивает и создает последний тип ядра. И в большом гестаторе уже можно будет сделать сверхтяжелых мехов. Однако для Центуриона, Дьявола и Королевы будут нужны чипы с боссов. Как увеличить лимит связи? Лучший вариант – обвесить пешку шмотками на мех-связь. А точнее повесить вначале на пешку хедсет. Он надевается на слот шлема. Опять же, почему лучше ходить со щитом? Можно еще пак связи сделать и нацепить на пешку. Но он будет идти как доп. Снаряжение, то есть нельзя будет использовать щит. В лейте можно будет сделать шлем и броню мехкомандера. Они дают аж по 12 связей каждый, но имеют серьезные дебафы и очень дороги в крафте. На каждый придется убить 3 босса. Последний способ – строить узлы мех-связи. Но они стоят по 200 стали и 4 компонента, жрут 300 ватт и дают только одну связь, что очень дорого. Армию мехов хоть и можно построить, но выльется это в копеечку. Что делать с отходами? Отходы появляются на станциях зарядки, собственно во время процесса подзарядки на них мехов. Я поначалу просто скидывал их в углах карты, там они мне не мешают, иногда вылезающие насекомые агрятся караванами и рейдерами, так что агрить их самому не вижу необходимости. А в лайте храню их на отдельном холодильнике, чтобы они не портились, и отправляю пакеты с отходами врагам через транспортную капсулу. И понемногу убираю загрязнения от старых пакетов роботом-пылесосом. Для этого появилась новая функция в областях. Называется зона очистки загрязнений. Выделяете ею загрязненную область, и уборщики будут потихоньку ее очищать. Также можно использовать распылитель отходов, но его технология стоит аж 8000, так и открывается для исследования только после победы над апокритоном и требует чип апокритона для строительства, поэтому это способ для откровенного лейта. Теперь по имплантам. Я ими, правда, особо не пользовался, для них надо фармить боссов. Однако они стакаются, усиливая свой эффект. Как правило, можно один имплант 3 раза вживить. Заблинк контроля увеличивает скорость работы рабочих мехов и дает доп-группы связи. Скорость работы полезна. Доп-группы не очень, не хватает двух. Удаленный ремонтник. Ремонтируем мехов на расстоянии. В бою будет супер полезно, чтобы чинить тех же жнецов, при этом не подставляясь. Удаленный щит. Вешаем щит на меха, будет полезно для тех, кто сражается в дальнем бою. Процессор беременности меха. Этот имплант увеличивает скорость производства или воскрешения механоидов. Смысла в нем вообще не вижу, ибо Кася как была дурой, так и осталась. Кидает ивенты один за одним. 5 штук за 3 минуты – это норма. А потом спит полгода. Вы воскресите всех мехов даже в одном гестаторе 10 раз до следующего рейда. Или не успеете, как бы вы ни ускорились. Импланты ремонтного завода существенно увеличивают скорость ремонта механитора, ибо базовая скорость починки не очень высокая. Теперь давайте поговорим про управление мехами. С рабочими мехами все просто. Отправляете их в одну группу, ставите режим работы, они сами делают, что должны, и идут на зарядку. Как происходит рейд, врубаем им боевой режим и отправляем вглубь базы, чтобы не мешались под ногами и не огребли. Не забудьте их потом снять с боевого режима. В отличие от пешек, у них он сам не снимается с прошествием времени. А с боевыми намного интереснее. Я держу их в отдельной группе, у которой стоит задача гибернации. Так они не тратят энергию в мирное время на пустое хождение туда-сюда. Понемногу, 1% в день, но заряжаются. И всегда остаются на том месте, на котором вы их оставили. Боевых мехов заряжать до 100% не вижу никакого смысла, если вы не чините их в бою, ибо при починке их заряд понемногу падает до нуля, но в минус не уходит, и починка при этом продолжается. Ну и зачем заряжать, если они все равно эти проценты скорее всего потратят? Я боевых мехов заряжаю до 30%, этого хватает на 3 дня. Кстати, отмечу, мехи, когда ничего не делают, тратят по 3% заряда в день, по 10% если работает, и заряжаются по 50% за день. До 100% с нуля, то есть потребуется 2 дня. Таким образом, у меня боевые мехи не тратят особо электричество, почти не вырабатывают загрязнений и всегда готовы к бою. Ну не имба ли? Также скажу, что починка не требует никаких ресурсов, она тратит только заряд меха. Также отмечу, что мехам нельзя отдать приказы как пешкам. Например, строителю нельзя приказать строить сначала это, а потом то. Он будет строить в таком порядке, как ему захочется, и остальные работают так же.
В боевом режиме меха можно отдать приказ двигаться или атаковать ту цель, которая находится в 24 клетках от механитора. Поэтому механитору всегда придется быть на передовой. Однако если отдать приказ идти в клетку, а потом механитором уйти оттуда, приказ не отменится. Можете это использовать, например, с блинком. Про воскрешение мехов. Если нашего меха убивают до состояния трупа, что происходит нечасто на самом деле. Как правило, их нокают до состояния нестояния и не добивают. Надо будет в гестаторе, обычном или большом, в зависимости от размера меха, поставить задачу на воскрешение меха, и просто за сталь любой мех будет воскрешен. Маленькие мехи требуют мало стали, большие уже больше. Потерять меха совсем задача крайне сложная, потому что они не горят. Только взрыв турели почти уничтожил труп уже мертвого моего жнеца, и то осталось еще 20 прочности. Так что я ни одного меха не потерял навсегда. Поэтому ими можно особо не дорожить, отправляя самое мясо. На этом, думаю, я сказал все, что можно по мехам. Играть без них я не вижу смысла. Хотя бы парочка пылесосов и переносчиков, фабрикатор, обязаны быть в каждой колонии. С боевыми уже сложнее. Жнецы в метли прекрасные, а в дальнем бою никого подобного пешки с автоматом, к сожалению, нет. Поиграть в сценарий механитора-одиночки стоит всем. Дальше я буду делать ролик по генетике. Скорее всего, сделаю его довольно быстро. И останутся вампиры и дети. С ними уже будет сложнее, так как на стримах я их почти не затрагивал. Придется долго готовиться. Собственно, оставляйте в комментах, что именно быстрее разобрать, детей или вампиров, в чем вы согласны или особенно не согласны. Я все комменты читаю, почти на все отвечаю. Ставьте там лайки, подписки, кидайте деньги в монитор. А я пошел делать видос по генетике. На связи был Тосфорс. Совсем забыл, так как официальную локализацию будем ждать лет 10, можете скачать перевод модом. Ссылка будет в закрепе. Пока перевод не полный, потому что человек переводит все самолично, а не промптом. Но уже много чего переведено, и в ближайшее время, думаю, все переведут.